был. Вот. Еду дальше в тапочках. Может, молока надо доить. Совсем рядом. Проснулся от чаек. Друзья, всем привет! Для того, чтобы увеличить активность на канале, я решил использовать новый способ общения с аудиторией, и лучшие комментарии с предыдущего ролика будут появляться на экране. Напишите, как вам такой формат. Такие не съели меня волки и выехали в цивилизацию. Здесь собрать палатку, чтобы ее забрать. Поднялся на плату? Я поднялся, я с него сейчас возвращаюсь. Этот паренек на мотороллере показал мне в первый раз, когда я только приехал в Генеральское, где мне можно переночевать на стадионе. Но у меня тогда сел телефон и камера, поэтому я не мог его заснять первый раз. Все эти записываю. Можешь позвонить? Да, если можешь. Я немного заблудился, блин, и мне ребята рассказывали, что там на Плато нормальная дорога глиняная. Я из этого расслабился, туда поднялся уже, сделал двухчасовой привал. Оказалось, что там дорога была хуже, чем на подъеме. Ты по карте ехал? Ну, в основном по карте, да. Я брата тоже в болото встрял, ботинки порвал. Вон, смотри. Алло, ты Том, здравствуйте, не разбудил. Здесь, вот помните, вам мальчик сегодня днем палатку оставлял на велике? Там возле туалета, вот так и Ага, все, окей. сейчас посмотрим. Ага, спасибо. Я себе же все тормоза стер. Да ну нафиг. Что, поехали? Ага. Круто. Да где твои вещи, да? Я надеюсь. Ты сейчас поедешь на футбольный Ну да. поле? Блин, неужели настолько глубокое болото было? Охереть. Покушать есть что? Да, чуть-чуть совсем. Честно, я в шоке, как я ни разу не упал. Не разливай? Нормально? Я сейчас просто в темноте. Алло, вы все уже спите? А вы сможете пользоваться мотор с собой? Так, ладно, давай. Да, сейчас, подожди. Да уж, конечно, поездочка выдалась на славу. То, что я в болото въехал, видимо, оно было очень глубокое, глубже, чем мне сразу показалось. Насколько я все засрал. Бедный велосипед. И вот кусок моего ботинка с металлической вставкой, которая просто погнулась. И пол ботинка. Слава богу, вещи мои на месте. Холодная будет, ничего страшного. Пофиг. Вот то, что осталось от моих велоботинок. Это уже носок, если что. Называется, ремонту не подлежит. Ты какое мороженое хаваешь? Любое. Белое, черное, ну. Так, а сколько по бабкам получается? Да успокойся. Вон, пауэрбанк дай. Просто спеша. Спасибо большое. Или ты завтра во сколько еще уезжаешь? Без понятия, как проснусь? Может, 8-9. До часов 9 побудь хотя бы. Без сброса. Я вообще думаю, я сделаю свой YouTube канал. Путешествие, типа. Ну да. Все, давай, я завтра с утра подъеду. Часов 9. Не горит, только мигает. Не, он горит, когда она побыстрее чуть крутится. Получается, ему электричество не нужно. Да? В общем, опять решил ночевать с велосипедом. Не особо он, конечно, чистый. И для того, чтобы он на меня в этот раз опять не упал. И вот так вот перестраховал. То есть он упадет, мне кажется, только если его толкнуть. А малой мне тут угостил 2 мороженными и кучей булочек. Я в шоке, честно говоря. Теперь у меня есть чем поужинать. Проснулся уже среда, 14 августа. На том же поле, где и вчера спал. Сразу, конечно, этого не планировал. Но пришлось мне здесь остановиться, потому что слишком поздно было вчера. Честно говоря, чувствую себя отлично. Вчера вечером ожидал, когда же придет усталость. Но усталости не было, и сейчас выспался. Все супер. Велосипед стоит в палатке, не упал. Сейчас буду вставать, завтракать
и выдвигаться к морю. И не помешало бы велосипед помыть, так что сейчас, наверное, еще этим займусь. Итак, вот уже почти 11 часов утра. Я выехал из Генеральского. Набрал 8 литров воды, и велосипед опять весит килограмм под 50. Кручусь за горку пока что. Помыл коня. Вот так теперь выглядит мой велосипед. А паренек, который угостил меня ужином, вообще удивил, привез на мотороллере с утра мне хинкали горячие. Был просто лучший завтрак за всю мою поездку. Оказалось, что он работает в ресторанчике, который находится в начале подъема на водопад Джурджур. Очень славный малый, так что если будете в этом ресторанчике, давайте ему побольше чаевых. Зовут его Максуд, а хинкали там просто the best. Жаль, я их не смог заснять, у меня телефон сел. Powerbank он же поставил в магазине на зарядку. Где-нибудь здесь есть? А туда, да? Звучит немного странно, что я спрашиваю у мужика, у которого поломалась машина, где находится СТО. Но у меня возникла идея, что я все-таки сумею отремонтировать свою обувь, поскольку сейчас приходится ехать в обычных шлепанцах. И плюс после этих всех болот мне нужно смазать цепь. Приближаюсь к деревне Солнечногорская и вижу плато, на котором я был. Вот, это оно. Проезжаю Солнечногорское, сейчас только заеду покушаю и дальше в путь. Сегодня здесь не такой штиль, как был до этого. Волны поднялись. Сейчас купаюсь на первом попавшемся месте ближайшем. Едем дальше. Вот что от них осталось. Возможно ли это починить? Выехал буквально 500 метров от Солнечногорского, идет арбуз уже по 14 рублей, а не по 25. Так что берите здесь. А меня еще и угостили половиной арбуза, поэтому я решил купить еще один в дорогу. Еле-еле его впихнул. Теперь еще велосипед тяжелее стал. Только что заехал на СТО, сказали, что ничего у них нету. Есть только металл 5-миллиметровый, который будет весить как пол велосипеда. Еду дальше в тапочках. Будем надеяться, что на следующее СТО мне помогут. На выезде из Малореченского. Храм Маяк, мемориала памяти погибших на водах. По серпантинчикам таким вниз. Какой кайф ехать по асфальту после вчерашних марсианских или лунных дорог. Кстати, вчера по этой местности скалистой я прошел порядка 50 километров. И вот рыбачили. А вы не подскажете, СТО где-нибудь есть ближайшее? Знаете? Я в свои 60 у нас тут СТО, ты встречал много. Одного. Я вот неделю назад сюда, да, едешь оттуда прямо из Полтавы, или и я еду, я тоже с дома Алексеевки заезжаю, стою и на границе. Правильно? Я 3 года езжу по Крыму, я ни разу ни одного билета так не ездил. Здесь цены страшные на все, я вон сам У вас вещей так мало? такие ночевки тут. А, вы так, я На понял. вокзале вон переночую где-нибудь. А. Я не собираюсь вот это вот по 1000, по 2000 платить за одну ночь. Нет. Ну и если пить что с собой, даже арбуз вот в прицеле. А что там с собой? Я вон 5 литров воды с собой беру. Потому что А у меня 8,5. Ну да. И там родники, и там вкусная вода. Вот. А ну глянь, пожалуйста. Только он глаз не Надо видел. Все. Зато у меня дорога вот это не дойдет, еще дорога такая дрянь. Мне повезло, у меня ведь машины, там какие-то специальные с 7 уровнем защиты от проколов. Мужчина тоже оказался из Украины, тоже путешествует по Крыму. Все, да, удачи. Да-да-да, вам Ты так, дальше. счастливо. Так, заехал я по серпантинам на верхушку горы. Все супер. Недолго музыка играла, недолго ехал. Леха вниз. Вот дорога, по которой я спускался. И пошла опять в гору. И коровы себе пасутся. Может, молока с них надо доить. Так отсюда лучше немного видно весь серпантин, который я проехал. Видимо, это плато, на котором я вчера был. Отсюда кажется совсем рядом. По серпантинам, конечно, тут хоть из горки, но прям таки сильно не погонишь. Не более 40 км в час. Повороты такие, очень прикольные, как здорово. Супермен. Думаю, сейчас ехать до ближайшего места, где есть море, купаться и отдыхать. Даже перекусить что-нибудь. Судя по виду, спуск очень затяжной, это меня радует. А то что-то на гору километры слишком медленно ползут. Даже без 24 я сегодня проехал всего лишь 40 километров. Чего себе, аж асфальт немного мягко от солнца. Спускаюсь на пляже. Нужно сделать небольшой перерывчик. А здесь еще и кемпинг. Хорошенько пару часиков отдохнул на этом автомобильном кемпинге. Жара неимоверная, поэтому уничтожил целый арбуз. Обгорели плечи. И теперь
теперь продолжаю движение к судаку. Жара просто неимоверная, особенно в гору с грузом. Потом аж заливает. Итак, продолжаю путь по направлению к судаку. Вот за мной остаются горы и эта плата. Только что заехал в придорожную кафешечку. Не кафешечка, на самом деле там фрукты. Пил винограда. Мужик мне случайно давал сотни тысяч сдачи. Я ему сказал, он такой: ой, спасибо, спасибо. Круто так ехать с такими офигенными видами на велосипеде и кушать виноград. Спускаемся в поселок Морское. Там вон висит мой виноград. Надеюсь, его не сдует. Так же, как зеркало на спуске. А виноград таки хочет улететь на скорости 43 км в час. Тут немного горбатая дорога. Еще один большой автомобильный кемпинг. А мне уже пора подыскивать место для ночевки. Может, здесь заночевать? Проезжал мимо поселка Морское. Смотрю на карте памятник группе Кино. Большая гитара такая. Оказывается, на этом месте стояла их палатка. Летом 1985 года жители поселка Морское стали первыми слушателями группы, которая впоследствии стала называться группа Кино. Сейчас здесь мост стоит. Ходит мужик в тельняшке с розовым фламинго. И граффити на мосту. Надеялся найти место в этом автокемпинге для ночевки, но здесь слишком открытое место. С утра будет светить солнце, будет жарко, я не высплюсь. Я надеялся, что вдоль моря будет тропинка, где можно будет ехать и найти место для ночевки. Здравствуйте. А вы не подскажете, дальше есть такая дорога, что на велосипеде проехать или никак? А, забор просто и у пляжа никак, да? Только по дороге бежать вокруг. В общем, придется мне ехать на ночь в горы, потому что я не хочу оставаться в этом кемпинге, здесь рядом дорога, будет шуметь. Буду искать что-то получше. Встретил забавного дядьку на Жигулике на троечке. У него бензин закончился, пока он на горы ехал. И он пытается людей остановить с канистрой. И всем кричит: продай бензинчику, ёб в рот. Продай бензинчику, ёб в рот. Ну, это было очень забавно. Доехал до веселого поселочка под названием Веселые. Уютненько так расположен между гор. Здесь можно жить. Далеко от моря. Веселое! Спустившись от поселка к морю, мне удалось найти живописный тихий пляж с теплым мягким песком, на котором я решил разместиться на ночевку. Перегруженный велик по песку мягкому еще то удовольствие. Так, время 8 утра. Сегодня сплю на пляже. Проснулся от чаек. Они что-то начали рыться в моих вещах, которые стоят рядом с палаткой. Температура в палатке плюс 29 с самого утра, хотя еще солнце не прошло. Прошлой ночью спал под журчание ручьев, сегодня под шум волн. Только проснулся, сразу можно идти купаться. Кайф. И на море сегодня просто идеальный штиль, дымка, красота. Кстати, когда я на плато упал в контактах, вроде не сильно ударился, а синяк остался здоровенный. Это случилось потому, что я случайно встегнулся в порванном ботинке и не смог выстегнуться и упал просто на ровном месте. Только что, пока плавал, встретил ребят на байдарках. Путешествуют с Феодосии до Алушты. Нужно, кстати, тоже как-нибудь попробовать. Сказала одна женщина, что ездила до этого на велосипеде точно так же, как я. Только 2 недели они ездили. Разобщался с ними. Они мне решили угостить кашей теплой. В чем прелесть путешествия одному? В том, что постоянно какие-то новые знакомства, новые приключения, новые люди, новые истории. На самом деле, это очень круто. Небольшая группа. Сейчас подхожу к ним. Вот они. Накормили меня эти ребята кашей с сухофруктами. Напоили чаем. И у них сейчас будет мастер-класс по
переворачиванию из каяков. И меня тоже пригласили поучаствовать. Сейчас буду пробовать, кого это быть переворотом на каяке. Кстати, поднялся ветер, зашло солнце. Я посмотрел прогноз погоды, завтра передает дожди. Суббота вообще ливни с грозами. Весело. Поднялся ветер, плот начинает жестко сдувать. Я ее даже не крепил, потому что когда я ставил, ветра вообще не было. Поднимаются волны. Мне так поднялось настроение. Сейчас планирую перекинуть всю информацию с видеокамеры на обычную флешку. Память заканчивается. То есть можно будет через телефон перекинуть все на эту обычную компьютерную флешку. Переворачивание на байдарках немного отложили из-за волн. Решил полезть, полазить по горам. Тут много людей с палатками в скалах. Подобная местность. Это идеальный отдых для меня на самом деле. Такие камни. Там очень интересно нырять. Можно всяких рапанов наловить. Кстати, они очень вкусные. А там дальше уже будет новый свет, судак. И уже где-то здесь начинается тропа Голицына. К сожалению, на велосипеде мне на ней не проехать с грузом. А мне уже пора бежать обратно. Потому что тренеры уже должны начать тренировку по переворачиванию с каяков. Кстати, место это называется Караул-Аба, что в переводе с крымско-татарского обозначает сторожевой мыс. Он замыкает Новосветскую Голубую бухту. А здесь вот люди отдыхают в палатках. Да уж, видимо, далеко я забрел. Уже минут 10 бегу обратно. Это камень очень интересный такой. Дерево на вершине. Судя по всему, лекция уже началась. Мы собрались все группкой. И я опаздываю. Также обратите внимание на значок в верхнем правом углу «И». Там имеются интересные вопросники, так что принимайте в них участие. Как же приятно, что вы досмотрели до конца. Друзья, ставим лайкосики и подписываемся на канал.